решил снять видео, сидя в этой уютной буланжерии. Итак, я Николай Недвораев, пилигрим, путешественник, который прямо сейчас, 12 декабря 2025 года, идет пешком с рюкзачком из Парижа в Бордо, из Бордо в Брест, из Бордо в Лиль. Такое путешествие где-то на 2 месяца. Вышел я 6 декабря. Вот сегодня 7-й день моего путешествия. Я прошел уже 200 километров. Такой своеобразный юбилей. Первое видео снял на первый юбилей, на 100 километров. Теперь прошел 200. Это второе мое видео. Что сказать, что не хотел, не говорил в первом видео, и что хотелось бы сейчас по поводу одежды. Есть вопросы по куртке, потому что снял я уже вот эту кофту. Эта кофта у меня на ночь, как сухая. И вот здесь решил переодеться, потому что вторая моя майка, термомайка, одну решил постирать, она за сегодня не высохла. Второй сюда пришел, посидел, немножко прохладно. Короче, засада прям с термобельем. Что-то будем делать. Вот, куртка походу жаркая, наверное, для этого все-таки времени года, для этой местности она жаркая. В Париже ходил, в ней было холодно, она мне попалась как вот подарок с неба. Но зная то, какая погода может быть вдоль Атлантики и там дальше с Бреста на Лиль на севере, как бы куртку эту я бы не стал сбрасывать со счетов, она еще очень может даже пригодиться. Завтра, возможно, если будет хорошая погода, попробую в другой куртке пройтись. Может быть, буду не так потеть, потому что сильно потею, майка термобелье это потеет, куртка потеет тоже, ну, практически насквозь. Это проблема. Ботинки нормально, но сегодня врюхался. Вчера вышел на путь Сантьяго и врюхался в траву, мокрую, конечно же, потому что с утра здесь туманы очень сильно, и ботинки очень быстро намокли. Соответственно, все мои попытки высушить носки биоспособом, надеванием на ладонь, превратились в прах, потому что пришлось менять носки, ждать, пока высохнут ботинки. Я поплутал там от Вандома выходя, поплутал по этому пути Сантьяго, в итоге вышел на автостраду и по автостраде пришел вот сюда. Вот, поэтому ботинки, не знаю, доживут, не доживут, держат хорошо, влагу держат, ну, так себе, скажем так, не очень. Вот, поэтому с этим есть вопросы. Дальше по поводу Гугла и органика хотел сказать. Иду и не по Гуглу, и не по органику. Органик практически не трогаю вообще, что-то он мне перестал как-то нравиться. Все время бубнит, когда выходишь на маршрут, меняем маршрут, то ему это не так, ну, не знаю. Короче, и собственно, Google тоже не пользуюсь. Google пользуюсь до той поры, пролагаю маршрут до последней кнопочки «В путь». Маршрут проложил, в путь не нажимаешь, а потом просто интернет выключаешь и просто смотришь, где ты находишься. Пока не в большом городе, а по дороге идешь, это очень удобно, поэтому я практически не пользуюсь ни Гуглом, ни органиком. В городе удобнее, наверное, даже органик, потому что он показывает больше всяких разных заведений, больше всяких остановок и точек, где можно остановиться, где можно что-то порешать. У Гугла с этим побольше проблем, мне кажется, органик как-то получше вроде в этом плане. Но в целом иду сам по себе. Вот, по идее, вчера съел 2 яблока и пол багета. Сегодня доел этот пол багета, потом нарвался впервые за 7 дней нарвался на хурму и киви. Съел 6 хурмин и 6 киви, поэтому я в порядке. А еще по пришествии сюда по пришествии вот сюда, в Шато Рено, я не смог отказаться, увидел, как на моем маршруте маячит Карфур, зашел и купил сосисок. Почему-то захотелось мне именно сосисок. Вот, купил сосисок, еще булочек оставил на завтра, так что будем много. Потратил за эти 2 дня, в общем, 5 евро. Денег очень жалко, кстати. Ну, шоколадом угощают. Вчера угостили багетом, позавчера был прям кебаб, поэтому движемся дальше, все хорошо.
Что хотелось бы, наверное, еще отметить, как-то вроде готовился, ну, плохо готовился, потому что жирный сейчас, поэтому потею очень сильно, и от этого проблемы, ну, словил себя на том сегодня, что хочется какого-то домашнего такого уюта, этого не хватает. Погода вроде бы более-менее даже когда солнечная, 13 примерно градусов, но все равно, так как ты употевший, раздеваешься и начинаешь промерзать. То есть 5-10 минут собрался и надо снова идти, а рассиживаться на больше тоже смысла нету, потому что тело сразу расслабляется, ловит этот кайф, и дальше опять напрячься, чтобы снова войти в этот ритм ходьбы тяжело. Вот. Каждый день здесь по-разному. Ну, люди в основном встречаются хорошие. Поэтому спасибо вам. Двигаемся дальше. Думаю, я все пройду. На самом деле, когда вспоминаешь про то, как там в Украине воюют украинцы за свою родину зимой под снарядами, в холоде, и в голоде, то сразу становится идти легче. Так что узнал недавно, что лошадь, оказывается, по-французски это шеваль, и получается интересная такая штука, лошадь Пржевальского, получается лошадь Лошадинского, то есть Пржевальский он тоже лошадник, лошадь с лошадиной фамилией. Все пригодилось, что брал, наушники брал, вчера первый раз включил, послушал Би-2, да, двигаемся дальше, и Нискис, почему-то захотелось послушать Нискис, послушал целый альбом Нискиса «Синоптик». Вот, а так наушники они очень нужны, они защищают уши, когда идешь по трассе, ветер, они очень хорошо защищают. Самая ненужная вещь оказалась, удивительное дело, это трусы. Да, потому что когда сейчас у меня термобелье Adidas, я в нем, и когда в нем идешь и потеешь, трусы потеют, Adidas не справляется с тем, чтобы влагу удалять, и получается трусы все время мокрые, стало быть, ты тоже все время мокрый, и как бы там и натираешь, и влажно, тебе холодно, и поэтому я их просто тупо убрал. Вот, так что можно сказать, что я иду без трусов. И последнее, чтобы надолго не задерживать, почему я немножко поблуждал. Я сначала собирался ехать до Бордо на поезде, и из Бордо уже начинать свой путь. Так? Потом я передумал и решил идти с Парижа в Бордо. Но по пути, когда вышел, узнал, что один мой друг, который живет в Нанте, 19 числа уезжает на рождественские каникулы, и как раз посмотрел по карте, у меня получалось до 19 успеть в Нант, поэтому я решил переложиться и пойти не в Бордо, а в Нант, поэтому немножко поблуждал, но, как оказалось, мой знакомый молдаван уезжает из Нанта на рождественские каникулы 11, и поэтому я снова изменил маршрут и пошел через Бордо. Таким образом, круголя наворачиваю вокруг Орлеана, зато завтра к вечеру буду в туре. Вот, как-то так. На этом лайки, подписка, комментарий в конце видео. В конце видео ссылка на мой канал.